В конце концов я продолжил, попросив прощения у Риты за шею и плечи. Плечо действительно кажется немного сложным, если ты хочешь сделать это правильно, продолжай круговой участок шеи до ключиц. На данный момент я уже начал добавлять грубые цилиндры для рук. Убедись, что количество петель относительно невелико, и даже оттуда есть плечевая пластина, квадратная заплата исключается из нее, а круговая петля проходит вокруг нее в подмышки и обратно в себя. Я уже начал соединять участки и конечности, но ты мог бы пока оставить их отдельно и просто продолжать строить общий поток ребер. Ты также можешь найти файл с окончательным письменным извинением в каталоге активов, если хочешь сохранить его сбоку в качестве ссылки или просто поближе взглянуть на грудь и спину. По сути, это просто большой квадратный участок. Не пытайся прикладывать слишком много усилий к телу, так как позже оно, вероятно, будет закрыто одеждой. Нет необходимости вкладывать все мышечные структуры в поток Edge. Количество петель на спине на данный момент безумно велико. Поэтому я решил вырезать несколько петель, которые идут от лица к затылку, в маленькое кладбище. Просто спрячь петлю, чтобы создать небольшое препятствие для выбора, а затем вставь несколько петель друг в друга, чтобы создать дуги. В этом случае я просто смоделировал дуги вручную, что тоже справедливо. Существует множество различных способов того, как вы можете читать, а также множество различных доступных инструментов. Я уже создал грубое начало для рук, так как я хотел, чтобы плечо правильно соединялось сразу же в первый раз, или если вы хотите быть осторожным. Я могу порекомендовать сохранить все конечности как. Разделяй меры до тех пор, пока с ними в конце концов не будет выполнена топология. Тогда ты заметишь, что они не будут хорошо соединяться, потому что у них, вероятно, не одинаковое количество петель для соединения на данный момент, поскольку они все еще разделены. Будет легче удалить или добавить дополнительные петли, чтобы все совпало со всем остальным. Если все будет связано с самого начала, у тебя будут петли, которые проходят через все тело, и их будет сложнее регулировать, когда ты добавляешь или убираешь петли, так как они могут доходить до самого лица. Единственная область, которую я часто держу отдельно, пока она не выровняется идеально с остальными, это руки.
Я все еще нахожу их сложными, и в этой модели мне повезло, что петли к концу выровнялись почти идеально. На самом деле это редкий момент, когда я все-таки отрегулировал скульптуру, чтобы расслабить ее руку. Это было еще до того, как в режим скульптуры были добавлены кисти для постов или инструменты преобразования. Так что мне пришлось сделать это в режиме редактирования. Я просто сделал все это, чтобы сделать пост немного лучше, что-то более расслабленное. Важное замечание для Риты, извиняющейся за конечности, заключается в том, что должно быть по крайней мере 3 петли, чтобы суставы вращались правильно. Иначе они просто потеряют свою форму, деформируясь. В моем случае общий счет руки уже настолько плотный, что трудно не иметь 3 доступных петель, но это полезно упомянуть, так как это действительно станет важным для пальцев. Приведу пример. Я могу порекомендовать начать с очень низкого количества лиц и проработать свой путь в деталях. То, как я делал это здесь в промежутках времени, стало слишком плотным, слишком быстрым, так что позже стало немного сложнее управлять коленями и локтями. Мне также нравится добавлять дополнительное насекомое в лица. Таким образом, это добавляет дополнительную круговую петлю для произношения формы. Ну, если они в таком стиле, ты мог бы просто исключить большую трубку для остальной части туловища. Но я решил также добавить немного четкости груди с помощью нескольких круговых петель. Я сделал это, выдавливая область словами, а затем заполняя сеткой колпачок. Вся эта затея с круговыми петлями, вероятно, не нужна, потому что в худшем случае геометрия все равно кажется скрытой под одеждой, но это придаст вам более последовательный вид. Объем и более приятная форма, которая будет лучше смотреться в целом, лучше подходит для одежды над ней. Чтобы создать основные ноги, я использовал тот же рабочий процесс, что и с руками, в основном руки тоже начали немного мешать. Поэтому я обрезал видимость порта просмотра, используя ярлык Old B.
Помни, важно, чтобы топология помогала найти форму оригинальной скульптуры в случае, но, например, топология не идеальна для этого, но я хотел, чтобы петли оставались в целом. Сделай круг вокруг ноги без добавления дополнительных столбов. Когда позже прочитал извинения за джинсы, это было на самом деле невозможно, что привело к более сложной топологии. Но я подробнее расскажу об этом, как только мы доберемся туда. Попробуйте расправить петли, идущие вокруг туловища, руки и ноги. Так как это сделает деформацию в буровой установке определенно немного проще и понятнее. Я не уделял особого внимания ногам, так как они будут полностью закрыты и заменены обувью. На самом деле они служат только базовым эталоном объема для обуви и носков. Это также единственное место, где намеренно разрешено находиться шести полюсам и треугольникам. Так что, по сути, это маленькое кладбище. Иногда также в качестве подсказки, чтобы перестроить топологию поверхности. Я бы хотел соединить множество граней в одну единственную и исчезнувшую, а затем использовать нож для войны и соединения краев с помощью J, чтобы создавать петли более свободно. Двигатели также являются хорошими препятствиями для вырезания петель и петель. Выборы, что является приятным бонусом.
Я также сделал вставку для обеих выпуклых костей на лодыжке для рук. Также обычно хорошо начинать с куба, добавлять петли и придавать ему форму общей ладони. В качестве первой базовой формы тебе определенно нужна, по крайней мере, круговая петля вокруг большого пальца вдоль ладони. Остальное может быть более квадратным. Добавь пальцы оттуда либо с помощью цилиндров кубиков, либо просто исключив части ладони, в идеале пока сохрани все элементы руки как отдельные объекты и пришей их обратно позже. Также не забудь добавить несколько круговых петель вокруг основания пальцев. Тогда добавь по 3 петли по крайней мере для каждого сустава для деформации пальца. И если в фигуре есть какие-то дополнительные детали, такие как жесткие углы, добавьте еще несколько петель, чтобы поддержать эти складки в этом месте. На пальце может быть гораздо больше петель, чем на руке, поэтому добавьте несколько дуг, чтобы они снова вошли в палец. Это искусство также может немного изменить форму костяшек пальцев. Постарайся, чтобы количество петель на обеих сторонах ладони было одинаковым. Иначе сейчас будет трудно соединить пальцы. Речь идет всего лишь о добавлении всей необходимой топологии и получении тех же увеличений формы, что и в оригинальной скульптуре, которую можно создать, установив грани. Просто добавь достаточно петель, чтобы складка и гвозди были четко очерчены. Как только один палец будет сделан, дублируй его, чтобы создать другие. Пальцы в основном можно переработать, чтобы создать и большой палец. Просто убедись, что петли хорошо соединяются друг с другом и что все хорошо соединяется, не добавляя слишком много дополнительных полюсов.
Как только дело дошло до фактического соединения кисти с остальной частью руки, я все равно сохранил их как отдельные объекты. А пока используйте привязку для рекламы, чтобы выровнять каждую петлю перед их объединением. Таким образом, легче спланировать слияние и убедиться, что количество соединительных петель одинаковое. Почти во всех случаях у вас не будет одинакового количества краевых петель. Чтобы исправить это, обычно добавляют несколько ромбов на ладони или в любой другой области, которая не будет сильно деформироваться, чтобы перенаправить или уничтожить некоторые петли. В моем случае я смог перенаправить петли, которые я добавил, чтобы определить жесткие края на пальцах и руке, а затем привести их обратно друг в друга. Не уклоняйся от перенаправления циклов на руке или даже добавления новых на руке, если они в конце концов не совпадают, соединил два объекта и слился. Вершина создается с помощью автоматического слияния, редактирования и привязки или слияния по расстоянию или даже соединения двух открытых граничных контуров, а затем удаления одного из них. Есть много разных способов, как вы можете соединить эти две области. После этого я снова добавил несколько цветов вершин. Для иллюстрации патч лучше. После этого я продолжаю немного подправлять топологию. В следующем видео я расскажу еще о некоторых очистках и переносе оригинальных объемов скульптуры в Rich Apology.